Здравствуйте, а вот и подъехал видик по серику «Одни из нас» второй сезон. Антон Мартынов возвращается на ваши экраны. Если ты не смотрел предыдущий видос по этому сериалу, то глянь сначала его, а то ничего не поймешь. Ссылка в подсказке справа сверху и в описании. Перед началом попрошу вас подписаться на мою телегу, потому как это единственный спонсор данного видео. Добейте там 15к пожепожем. Ссылка на экране и в описании. Приятного просмотра. Первая серия. Повтор клятвы из конца прошлого сезона. Элли верит Джоэлу, и они дальше отправляются в путь. Следующим кадром мы смотрим на жирафов, как и вот эта девчонка со слезами на глазах по имени Эбби. Я тут узнал, что эта актриса пробовалась на роль Элли в фильм, который был отменен. И как по мне, ее внешность гораздо более подходит Элли, нежели Белла Рамзи. Сука, почему вы ее не взяли? Они с друзьями стоят на кладбище светлячков. Как оказывается, они тоже светлячки, которые состояли в отряде Марлин, который весь перехуй один Джоэл. Один из них предлагает отправиться в Сиэтл. Там есть знакомые наверху группировки под названием Вов, и их могут принять. Сначала найдем Джоэла. Мы найдем его. Мы должны. Да, найдем. Из его примет у них есть только имя Джоэл, контрабандист, седой 180, с бородой, шрам на виске. Ах, да, еще и красавчик, забыла. По команде видно, что они не хотят преследовать этого Джо. Один из них предлагает все-таки сначала поехать в Сиэтл, там попросить помощи и только после выебать старого седого контрабандиста. Вы поможете найти его? Да, мы тебе поможем. И убить тоже. Перед тем, как отправиться, она вешает кулон на крест и вдруг заявляет, что будет убивать его как можно дольше. И, кстати, если кто вдруг не обратил внимания и по жирафам не понял, они хоронят друзей неподалеку от того места из первого сезона. 5 лет спустя Элли мутузится с каким-то мужиком. Поначалу отхватывает люлей, но потом ей удается придушить этого хрена и заломить руку. Ее останавливает вот этот типочек корейской внешности, который чем-то напоминает мне Глена из «Ходячих». Сейчас, оп, подсказка вылезла справа сверху с плейлистом балдежного пересказа «Ходячих мертвецов». Звать его Джесси. Огреб, засранец. Во-первых, хватит означает стоп. Прости, увлеклась. А во-вторых, огреб здесь скорее тот, кому первому прилетело. Прямо по роже, кстати. Да там хуже уже не будет. Можно ее белазом переехать, и ничего не изменится. Извините. Элли узнает, что ее оппонент работал в полсилы по просьбе Джесси, чтобы она с первого удара не потерялась, и чтобы потом перед Джоэлом не оправдываться. Одеваясь, Глен спрашивает ее, придет ли она сегодня вечером на праздник, и, получив ответ «да», предлагает ей вместе сходить и дров нарубить. Бейте в полную силу. Город, конечно, красивый, ничего не скажешь. Рабочие обнаруживают в трубах грибок. Джоэл тем временем чинит выключатели. К нему подкатывает вот эта девчушка по имени Дина и сообщает о том, что без него бригада катится в канаву. Он соглашается помочь, но только после того, как завершит. Она решает остаться и научиться тоже ремонтировать. Старина начинает все объяснять. Прежде чем лезть к проводам, убедись, что нет напряжения. Знаешь, как это сделать? Ну, лизнуть? После того, как он заканчивает, Дина его спрашивает, почему она на него злится. Элли не рассказывает об этом никому. А все потому, что старый не совсем в ладах с техникой и смотрит видосы без подписки. Таких как он аж 58%. На данный момент у нас на канале 245 тысяч подписчиков. Если тебе нравится контент, но ты все еще смотришь видео без подписки, влупи по этой красной кнопке. Нам с командой будет приятно. И так мы быстро достигнем цели в 250 тысяч. Джоэл пытается отмазаться, что, мол, подростки в таком возрасте с предками не ладят и т.д. И задается вопросом, чего такого ей сделал, чтобы она вот так с ним обращалась. Почему так? Я не несу ответственность за эмоции другого человека. Ты что, ходишь на терапию? После этого старина пытается ее выгнать и объясняет, что делать с трубами, а перед тем, как ее отпустить, просит не говорить никому про терапию. В игре не было сцен, где Джоэл разговаривал с Диной, тут ее просто от себя добавили и сделали это для того, чтобы показать контраст, как к нему относится Элли, можно сказать, его дочь, и как относится Дина, хотя по сути она ему никто. Элли стреляет с винтовки вместе с Томми. Первый выстрел точно в цель, а вот второй мимо. Бро, надо тренироваться, братан, иди тренируйся. Дядя ее подбадривает и дальше осматривает территорию, замечает толпу зараженных и решает отправить туда патруль. Элли просится пойти, но он снимает ее с патруля и оставляет на воротах, потому как Джоэл волнуется. Ну, Кто-нибудь ей по губам, такая маленькая, а уже матерится. Ладно, это просто джок. Ей уже здесь 19! 19, Карл! Вот кто растишки мало ел. Она никак не изменилась с прошлого сезона. Девка пытается его переубедить и доказать, что уже взрослая, но тот объясняет, что с Джоэлом проще не спорить, а сделать так, как просит. Она продолжает выкобениваться и оперирует своим иммунитетом, но Томми ей напоминает об обещании держать это в секрете. Меня цапнули за руку! Меня укусили! Эй, тихо! У меня иммунитет! Да все, замолчи! Господи, клянусь.
Вы с моим братом буквально стоите друг друга. В итоге он соглашается поставить ее в патруль. Но только после того, как Элли пообещала, что поставит лайк под видос. А если ты еще не поставил, спустись вниз и прожми. Давай тут 10 каликисов соберем. В Джексон привозят людей. Джоэл с Марией обдумывают, что с ними делать. Она начинает его пилить, что им негде размещать этих людей. Тогда он предлагает ей, Варик, просто оставить их за бортом. Может, ваш совет не будет столько принимать? Это наш совет. И эти люди бегут от зараженных. Хочешь бросить их за бортом? Если шлюпка полная, да, делать нечего. Ну вот правильно же говорит. Мне чё, самому нахуй уйти на улицу жить? Только потому, что вы в своем совете людей пачками принимаете. Берите сами дома стройте. Тут к Джоэлу прибегает сынишка Томми. Они чутко балуются, и является сам Томми. Братанчик замечает, как он обойму вытаскивает, и понимает, что он охотился. И когда тот отвечает на вопрос, что делал это в соло, понимает, что тут причастна Элли. После этого он собирается уходить, а Мария вслед его пилит, что он тоже был беженцем. Приходит Джоэл в дом Гейл к местному психотерапевту. Оплачивает сеанс травкой. Она начинает его пилить, что хуй нарастил. Мол, вот Юджин, ебать, какие шишки ворачивал. Осуждаю этого Юджина я. Гейл заводит таймер. Миллер жалуется на то, что послушал ее совета, отстал от Элли и дал ей свободу, но взамен получил ровным счетом Она предлагает ему попробовать иначе. Не притворяться, что у него самые ужасные проблемы в мире. Моей дочке 19 лет, и она ведет себя, как все в этом возрасте, со своими отцами. Это какой сеанс, 5-й? И что ты так и будешь брюзжать о ней каждый раз? А разве ты не должна признавать мои чувства? Ну после такого у тебя бы лицензию на отобрать по-хорошему. Если ты к чему-то подводишь, то будь мягче. Гейл это все говорит к тому, что он ей врет и чего-то не договаривает. Не нахуй меня, Тони. Джоэл решает зайти в другой раз, потому как подумал, что она накидалась уже, но та его останавливает и решает сказать, что на душе, хоть и боится. Он застрелил ее мужа, из-за чего она его ненавидит, просто ненавидит. После этого она просит признаться и его, для того, чтобы они смогли хотя бы что-то исправить, сказать то, чего боится, и обещает помочь. Джоэл пускает слезу, поднимается и говорит, что спас ее, что на самом деле так и есть. В гараже Элли чистит пушки перед патрулем, за ней заходит Дина. Где взяла кобуру? У Доминика. Выменяла на ботинки. Зря ты это сделала. Они снаряжаются и отправляются в путь, прыгают на лошадей и выходят на площадь с опозданием в 5 минут. Джесси раскидывает всем план и просит не геройствовать, а девки выпендриваются. Если без шуток, вы можете быть чуточку серьезнее? Все на вас пялятся, и на том есть причина. Половые отношения. Братанчик, ты поясняй, что пялится на Дину, а не на Элли. Ну и патруль отправляется в путь. В дороге Дина с Элли отстают от основного состава. Первая спрашивает вторую про вечеринку вечером. Та отвечает, что придет. После чего вопрос задается: а ты же с Джесси? Дина отвечает, что они расстались. Отряд останавливается из-за крови на дороге. Кэт командует возвращаться и доложить об этом. А девки вперед уматывают. Типа, мы же просто на разведке. Приезжают они к разорванному медведю и замечают кровь на грузовике. Как называют ребрышки гризли? Грильзли. Сама придумала? Да. И это вроде как единственный анекдот за весь сезон. Сюда приезжают другие из отряда, пребывают в шоке от увиденного и просят возвращаться. Но девки идут дальше, проверить, нету ли там кого. У окна Дина начинает считать зараженных. Их там оказывается по меньшей мере 2, но и они решают разобраться с ними. Тихонько забираются внутрь и начинают осматриваться. Замечают по зомбаку в конце коридора. Быстренько обсуждают план и let's go. Элли байтит зараженного бутылкой, бросается на него и буквально затыкивает. И тут появляется Дина. По словам авторов, они хотели показать тягу Элли к насилию таким образом. Типа, что этот момент, что драка в начале серии. Но вот только проблема в другом. Если я ничего не путаю, эта тяга у Элли появилась после определенного момента, который еще не настал. Кстати, перед уходом посмотри работников. С ней все норм. Вокруг зараженных не видать. Пока Дина отправляется искать лестницу, она начинает осматриваться. Как вдруг кто-то пробегает на четвереньках за ее спиной. Поэтому приходится доставать волыну. Это оказывается умный зараженный, который к ней тихонько подкрадывается, а потом и вовсе пропадает из виду. И чуть позже появляется за ее спиной. Какой-то полурак-полух. Какой же все-таки офигенный грим. Визажистам отдельный респект за работу. Да и все остальные зараженные в сериале выглядят просто очешуительно. Поэтому за такое можно лайк под видос поставить, а я передам им. В итоге случается так, что зараженная бросается на нее и кусает, после чего она убивает ее и прибегает Дина. Укус она прячет. Уже в городе Элли рассказывает про умного зараженного совету, а Дина все подтверждает, будто видела. Томми начинает на них мошнить, что они отклонились от скрипта. Мария его тушит и велит доложить обо всем Джесси. Как они уходят, совет немного обсуждают это и решают
решают отправиться готовиться к празднику. Осталось 4 часа до НГ. Дома Элли обрабатывает рану и зашивается. Чуть позже к ней приходит Джоэл и спрашивает, идет ли она. Та немного выпендривается, и он замечает гитару, что струны износились, и решает их поменять. Вот дедус делает все, чтобы угодить этой маленькой прошмандовке, а она его пилит. Сразу вкину, что на данный момент Элли еще не знает о том, что случилось в больнице, только лишь догадывается. Элли отправляется на праздник. К ней подходит Джесси. Они сходятся на том, что вместе вечеринки ненавидят. В этот момент появляется сама Дина и забирает Элли на танец. Слушай, у меня к тебе очень серьезный вопрос. От меня сильно воняет? Как от мусорной кучи. Ясно. Пиздючка обращает внимание, что на ее подружку пялятся совершенно все парни в этом помещении. Та ее поправляет и говорит: «Я твой рот ебал». Что, может, это они на тебя смотрят? Боже, помилуй, ты нас, Господи. Да нет. Пацаны, давайте честно в комментариях. На кого смотрите, на Элли или на Дину? Если хоть один комментарий увижу, что на Элли, забаню, забаню. Дина решает выкинуть лютый выкидончик и засасывает свою подружку по танцу. Всю эту стромоту стопает деду Сет. Как тут вдруг появляется Джоэл и сносит его с ног, тем самым защитив дочу. Элли такой мув кажется хуйней, и она начинает на него мошнить. Старина на это расстраивается и уходит с огромным чувством вины на плечах. Позже, после завершения вечеринки, Элли пересекается с Джоэлом взглядами у дома и просто проходит мимо. В это время люди раскидывают бенгальские огни и нам показывают, что грибок в трубе оживает. Нас переносят к отряду Эбби. Они выходят на финишную прямую до Джексона. Вторая серия. Маленькая Эбби идет по коридору больницы, как вдруг за ее спиной появляется она, но уже повзрослевшая версия, но они все равно не отличаются. Та просит ее туда не ходить, потому как там на полу его мозги. Малая ей не верит и заходит внутрь, после чего начинает плакать. Возвращаемся в реальность. Эбби просыпается в коттедже, и Оуэн показывает ей Джексон. Они вместе начинают глядеть на город. Ёб твою мать, красотища-то какая. Они все думали, что он будет выглядеть как палаточный лагерь и не более. А Мэнни добавляет, что у них там самая настоящая лэп. Лэп — это не проблема. Проблема в другом. У них 4 входа. По-другому в город не попасть. У каждого смотровая вышка. Конные патрули, вооруженные до зубов. Перекрестные маршруты. Там обученные бойцы. Да. И среди них даже ветераны найдутся. Эбби предлагает поймать разведчиков и допросить их. Тогда Мэнни спрашивает, что они будут с ними делать, если те не расколются. Но все молчат. Оуэн заявляет, что у него есть мысль, но нужно время. Эбби соглашается и уходит на дежурство. Если честно, по корешам видно, что они не хотят этого делать. И по сути, всеми движет только злость Эбби. А для тех, кто смотрит это впервые, поясняю. Джоэл убил ее отца в больнице, когда забирал Элли. И та теперь хочет ему отомстить. Мэнни приходит к Оуэну и спрашивает, правда ли у него есть план. Серьезно, ты не верил? На что тот рассказывает, что хочет убедить Эбби вернуться обратно, потому что иначе единственные, кто здесь умрут, будут они. Элли просыпается от стука в дверь. Это оказывается Джесси. Они сегодня отправляются в патруль. Пока она собирается, он интересуется, что произошло прошлой ночью. Элли сразу же сообщает о том, что они с Диной поцеловались, но это был всего лишь пьяный поступок. На что тот отвечает, что он имел в виду ссору с Сетом и Джоэлом. Вы целовались? Нет. Что? Элли, серьезно? Мы неделю как расстались, а ты уже Да подкатываешь? нет, я не подкатывала. Серьезно? Да это ничего не значит. Она начинает оправдываться, но тот просто прикалывается. Тебе весело, а мне нет. Немного погодя, они топают по городу, и Джесси рассказывает, что в Джексоне объявлена тревога из-за того, что один из патрулей наткнулся на кучу заледеневших зараженных, под которыми скрывались живые зараженные. Туда отправили отряд на зачистку зараженных, но мы ведь даже не знаем, сколько их там под снегом. Может, еще 30, а может, 1000. 1000? Да ну нафиг. Тут, я думаю, можно сделать ставки, сколько там будет зараженных. Все принимаются мне в донаты на Бусти, где можно найти записи стримов с просмотром разных сериков, а также видосы в раннем доступе. А вот, например, видик по кухне вообще эксклюзив. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Элли заявляет, что в патруль потопает с Джоэлом, даже учитывая то, что у них все непросто, и, возможно, со стороны кажется, что все ужасно, но они — это они. Джесси рассказывает, что старый уже свинтил в патруль с Диной, поэтому по-любому придется идти с ним. А вообще Джоэл хотел пойти с ней, но решил, что ну нахуй особь женского пола будить, еще рычать будет. А вообще в игре на эту вылазку Джоэл пошел с Томми. Ну да Ладно, и так сойдет. Далее они заходят в кафе и наблюдают за тем, как Томми рассказывает о правилах безопасности. Увидите сигнал, услышите колокол, бросайте все и действуйте по плану. В этом случае дети и старики уходят в подвалы и чердаки, где запираются и ждут сигнала, а все остальные забираются на крыши и берут с собой стволы. После собрания все расходятся, а Элли с Марией подходит к Сету. Дед извиняется за вчерашнее, после чего вручает ей обед, но та его не принимает. Мне не нужны ваши подачки.
Уходи! По итогу его забирает Джесси и благодарит Сета, после чего они уходят. Я вообще не вкуриваю, что происходит по поводу тревоги в Джексоне. В игре такого не было, и в кафе они зашли чисто, чтобы Сет извинился. Переключаемся на Эбби. Она собирается уходить, так как замерзла, но в моменте слышит лошадей и решает проверить. Через бинокль замечает патруль и решает подойти поближе. Тем временем Томми с людьми готовится к полномасштабной войне. Он связывается с патрулем, но не может их расслышать из-за плохой связи, поэтому посылает Джун к Эми в радиорубку с просьбой отозвать всех патрульных. Немного погодя, Эми связывается с патрулем Джесси и требует, чтобы они вернулись назад, но тот отказывается, так как они уже далеко зашли, поэтому переждут в одном из укрытий. Они загоняют лошадей в гараж, а сами убегают в соседнее здание. У меня что, глюки? Возможно. Видишь супермаркет с травой? Ага. Тогда нет. Джесси рассказывает, что это берлога Юджина. Элли находит жетон Юджина и понимает, что тот был светлячком, а здоровяк добавляет, что он ушел от них еще в 2010 году. Эбби в это время преследует разведчиков и решает сократить путь, спустившись с горы, но снег обламывается. Попадает она прямо к замерзшим зараженным, пытается их тихонько обойти, но в моменте трупы начинают уходить под землю, и оттуда начинают вылезать зараженные. Как же мне нравятся все эти масштабные сцены, где куча зараженных. Здесь они еще не как в ходячих тупые и медленные, а быстрые, и некоторые еще могут даже мозги применять. Их кличут сталкером. Девка, естественно, бросается в бега и еле успевает добежать до забора с лестницей, после чего продолжает идти и пытается найти вход в здание, но зараженные снова ее находят, и она буквально оказывается в ловушке. Но все же ей удается еле-еле выползти из-под забора. В этот же момент на нее бросается зараженный, которого убивает Джоэл, и они забегают внутрь. Ты цела? Эй, ты цела? Да, я цела. Не цапнул? Нет. Ладно, Джоэл, здесь мы точно подохнем. Но и снаружи тоже. Миллер отводит ее к лошадям, а Дина спрашивает, что они будут делать, ведь до Джексона добраться они не смогут. Эбби сообщает, что они с друзьями укрылись в доме на склоне горы, поэтому можно отправиться туда. Сомнительно, ну, окей. Выбора нет. Друзья вооружены? Да. Хорошо, они нам помогут. Залезай. Я, конечно, понимаю, выбора нет, но и... Пойми, кто говорит, что у нее есть вооруженные друзья, и Джоэл соглашается туда идти, Томми приходит к Эми. Та сообщает, что все патрули спрятались и пережидают бурю, кроме Джоэла с Диной, которые перестали выходить на связь. Миллер приказывает попробовать связаться еще раз, но те молчат. Джоэл, твою мать, отвечай! Каждые 10 секунд. Слышишь? Каждые 10! Рабочие прочищают трубы от корней, но натыкаются на кардицепс, живой. Тем временем Элли с Джесси проводят время, пережидая бурю. Мартынов запасается травой. В этот момент они слышат Эми по рации, и Джесс отзывается. Та спрашивает, не видели ли они Джоэла с Диной, поясняя, что они пропали. Не успевает он ответить, как связь обрывается, и они пулей вылетают на поиски. Дорога идет вокруг рудника. Разделимся и обойдем с двух сторон, с востока и запада. Встретимся посередине. Я с востока. Сколько у нас примерно времени? Если ветер не усилится, минут 20. Затем спрячься в руднике, даже если их не найдешь. В это время Джоэл с остальными мчат к коттеджу, а нам показывают, как все зараженные вокруг просыпаются и начинают бежать в сторону Джексона. Поясняю, в первом сезоне нам рассказывали, что кардицепс — единый разум, и если задеть его в одном месте, то об этом узнают все зараженные, которые находятся в одной корневой системе, так сказать. Позже часовой замечает войско зараженных. Грёбаное дерьмо. И приказывает звонить в колокол, после чего в городе начинается суета. Дети и старики прячутся в подвалах, взрослые хватаются за оружие и залезают на крыши. Далее они укрепляют ворота, и Томми залезает на стену к остальным. Джексон Холл! Джексон Холл! Готовь! Зараженные сталкиваются со стеной, и люди начинают сбрасывать бочки, расстреливая их, а после поджигая, тем самым создавая линию огня. Ладно, сделано все круто-классно, но такого события в игре не было, даже намека. Я так понимаю, они решили тут все перелопатить и взять только концепцию второй части с ее основными сюжетными линиями. Джоэл с Диной замечают переполох в Джексоне, и тот собирается пойти туда, но Эбби убеждает его доехать до дома. Типа у них есть одеяло и патроны, плюсом все умеют стрелять и смогут помочь. Ну ладно, поехали. В это время в городе происходит самый настоящий кошмар. Томми замечает, что бегуны начинают бежать вдоль забора, и, приглядевшись, понимает, что те бегут в сторону топляка. Он быстро убегает в город и сообщает всем, что зараженные прорвутся. Люди общими усилиями начинают отбиваться от полчища бегунов, но тем удается пробраться на крыши. В этот момент Томми замечает, что топляк переключился на Марию, поэтому переманивает его на себя и убегает в подворотню. Но там оказывается тупик, и ему приходится принять бой. Миллер начинает его жечь, однако тому совершенно он продолжает теснить Томми, который спускает на него все горючее.
городе творится полная разруха. Мария выпускает собак, которые сразу же накидываются на зараженных. Ну что сказать, реально эффектно. Поэтому за битву полнейший респект. Правда, как он топляка так быстро сжег, я не понял. Это чудище грибковое, самый настоящий танк среди зараженных, и его просто так не убьешь. В это время друзья Эбби встречают ее вместе с Джоэлом и Диной. Уже внутри Джоэл дает всем команду собираться, но его перебивает Эбби, которая решает всех познакомить. Ее зовут Дина. Джексон, прием! Дина? Джексон! А его? Джоэл. Мэнни берет Дину на мушку, а Оуэн Джоэла. Эбби заявляет, что не станет трогать девчонку, если тот будет слушаться, но разбирает у них оружие. После чего Мэл вкалывает Дине снотворное. Эбби просит его ответить, где он в последний раз видел светлячков. Если он ответит верно, то напарница останется в живых. Джоэл отвечает верно, называя ту самую больницу. Я жизнь тебе спас. Какую жизнь? Эбби просит наложить ему жгут, после чего подходит к нему, вспоминая его серию убийств 18 человек. Среди них был один врач, который являлся ее отцом. Она уже как 5 лет служит в ополчении, и их командир учил никогда не убивать беззащитных людей. Но сейчас не тот случай, она собирается его убить, добавляя, что есть такие вещи, которые никто никогда не сможет простить. Это прискорбно. Простите. Забавно. Я так долго ждала. Да заткнись уже и покончи с этим. Эбби берет клюшку для гольфа, после чего начинает бить по простреленному колену. Тем временем Элли продолжает искать Джоэла, натыкается на коттедж. Параллельно этому Эбби забивает Джоэла руками, а Элли заходит внутрь и начинает слышать чьи-то крики. Она забегает в холл и начинает стрелять, но ее быстро скручивают. Джоэл! Джоэл! Джоэл, вставай! Джоэл, вставай! Джоэл, вставай же, ну! Оуэн просит Эбби закончить. Та берет сломанную клюшку и втыкает ее Джоэлу в шею. Я убью тебя! Вы сдохнете! Вы все нахрен сдохнете! Эбби с друзьями забирают вещи и сматываются, а Элли подползает к Джоэлу и, вытащив клюшку, ложится рядом с ним. Группа Эбби уходит, и к коттеджу приезжает Джесси. Томми встречается с Марией, а параллельно этому Джесс везет всех обратно в Джексон, замотав труп Джоэла. Да уж, ну и капец сейчас произошел. Отдаем F в комменты лучшему мужику и отцу, который всегда стоял на стороне своих близких. 3 серия. Женщина моет тело Джоэла. Сюда приходит Томми. Она отдает ему тряпку и уходит. Том смотрит на брата, начинает злиться, после чего продолжает отмывать его от крови. Передай Саре привет. Тем временем в больнице происходит полный хаос. Элли лежит с трубкой в животе. В моменте она приходит в себя и начинает кричать, вспоминая смерть Джоэла. Ей быстро вкалывают успокоительное. Спустя 3 месяца Томми на пару с Джесси восстанавливают Джексон. Врач выписывает Элли из больницы, а перед этим проверяет силу легких и заявляет, что остался осмотр психолога, после которого она может быть свободна. Как ты, Элли? Нормально. Такой быстрый ответ означает, что нет. Спросите еще раз. Как ты, Элли? Дайте подумать, а то меня обуревает столько эмоций. Ясно. Док спрашивает, когда они в последний раз виделись с Джоэлом. Та отвечает, что это было в Новый год, когда они поссорились. Следующий вопрос: жалеет ли она? Та отвечает да, дополняя, что последний разговор никак не зависит от отношения к человеку. Психолог отвечает, что на их последней встрече он рассказывал, что обидел ее, но причину так и не объяснил. Он не раз меня спасал. Я так и подумала, но в этом нет ничего плохого. Элли признается, что у нее нет никакой обиды. Док понимает, что с ней все нормально, и говорит, что если бы все такими были, ей бы сложно было доставать траву. Не волнуйтесь, Гейл, в этом городе еще полно Да, но точно не ты. Немного погодя, она подгоняет к дому Джоэла, ограда которого заставлена цветами. Маловато цветов что-то. В игре буквально весь двор был усыпан ими. Но тут я, конечно, зря, наверное, Элли проходит по дому, осматривая каждую комнату, наполненную его вещами. В спальне она обнаруживает коробку с его часами и револьвером. Забирает себе ствол и, заглянув в гардероб, замечает его куртку. Актерская игра! Игра! В этот момент в дом приходит Дина. Элли, вытерев слезы, выходит к ней. Та отдает ей печенье и говорит, что сейчас она разозлится. Тогда в больнице, когда она спрашивала ее по поводу того дня, она сказала, что ничего не помнит. Но на самом деле это не так. Она знает их имена и куда те направились. Просто послушай. Врачи просили тебя не огорчать. Мне на это насрать. И я знала, что если скажу тебе, то ты выдернешь из себя трубки и поползешь туда на четвереньках. Мне на это насрать. Элли отвечает, что они потеряли время, и те смогли уйти, но Дина отвечает, что в городе была полная разруха, и никто бы никуда не пошел. Поэтому она решила дать им вернуться, ведь конечное место все равно известно. А у них тут 9, наверное, будет какой-то мероприятие. Вечеринка. Они к нам
Жаль, что она не слышала, в чем они состоят, и что у них там вообще происходит. Людей не меньше, чем у них, скорее всего. Возможно, даже больше. Далее она сообщает ей все имена и названия группировки, добавляя, что Юджин ей как-то рассказывал, что на Западе было несколько групп, которые боролись с Федрой. Название одной из них — Вашингтонский освободительный фронт. Вов, волки, мудаки. Он говорил, сколько их? Нет, но раз больше их никто не упоминал, полагаю, мы с ними справимся. Позже девки пригоняют к Томми и вводят в курс дела. Тот отвечает, что все не так просто, поскольку город еще не оправился, как и она сама. Элли срывается и говорит, что если бы был на его месте Джоэл, давно бы уже сорвался в Сиэтл. Он решает рассказать это все Марии и попросить ее, чтобы собрала совет. Элли интересуется, поддержит ли он их, и он отвечает «да». Перед уходом Том сообщает, что они похоронили всех недалеко от города и просит заехать к нему на могилу. Тем временем неподалеку от Сиэтла идет группа неизвестных людей, которые общаются посредством свиста. Дочь спрашивает отца, почему их не защитил пророчица, на что тот рассказывает, что она уже 10 лет как мертва. Так было и с нашей пророчицей. И так ее дух продолжает жить. В ее словах, в ее учениях. Но защищаем мы себя сами. Дочка просит у него молоток, и батя делает ей подгон. В этот момент они слышат свист и сразу же разбегаются по кустам. Демоны. Волки. Уже к вечеру Элли тренируется вместе с Джесси. Для той, кто в больничке 3 месяца провалялся, она неплохо бьет. Джесси поясняет, что через пару недель она сможет полностью вернуть свою форму, которая все равно была не идеальной. Ну сколько можно? Забулил деваху. Не, ну а чё она? Элли узнает, что он вступил в совет и спрашивает, будет ли он голосовать за них, на что тот отказывается говорить и уходит. Совет не примет решение, пока всех не выслушает. Так что, прошу, послушай меня. Сформулируй мысли, запиши их и прочти завтра перед всеми. Уже на собрании совет выслушивает народ. Одна из жительниц считает это глупостью, говоря, что все любили Джоэла, но отправлять 16 лучших бойцов слишком опасно, потому как если на них нападут, защищать город будет некому. Далее выступает дед по имени Карлайл, который вообще цитирует цитатки из Библии. Мол, прощай и будешь прощен. Типа именно это их отличает от мародеров. Его перебивает Сет, который заявляет, что эти сволочи не заслуживают милосердия и всех посылает на... Вы что, дебилы? Вы что, Что мы тут вообще обсуждаем? Хнык-хнык, так нельзя. И что теперь? Прощать всех, кто захочет на нас нассать? Они пришли в наш дом, убили одного из нас. Старый думает, что они могут вернуться, по той причине, что их не заставили плакать. Но это база, согласен полностью с его позицией. Ведь если бы это были простые мародеры, они бы реально вернулись обратно, потому что пи***ов им никто не дал. Тем более, зачем вообще устраивать эти собрания? Ведь если они хотят быть похожими на какое-то цивилизационное общество, то они уже потому что за оградой царит смерть, а в мире апокалипсис, и всем будет насрать, что они хотят тут мирно жить. Очередь доходит до Элли. Она достает листок и начинает зачитывать свою речь. Она объясняет, что хочет этого не из желания мести, а из желания справедливости, которую они давали людям. Клянусь, если кто-то обидит вас или ваших родных, я буду вас защищать. Это нас и объединяет. Мария принимает ее позицию и еще раз повторяет тему собрания, после чего они приступают к голосованию, и затея Элли проваливается из-за перевеса голосов 3-8. Я тут посчитал, так сказать, циферки прикинул, Джесси сидит 4 справа, 8 слева, и когда та перечисляла голоса, 4 и 8 сказали нет. Я понимаю, что, возможно, они перемешали листочки, но в кубе с тем, что Джесс сказал прошлым вечером, и его лицо сейчас, я могу сказать, что он проголосовал против. Но чисто с нейтральной стороны, со стороны человека, который охраняет и заботится о городе, я его могу понять. Гейла смотрит бейсбол, попивая пивко. К ней пригоняет Томми, который рассказывает, что заметил ее на собрании и подумал, что, наверное, у нее дел не в проворот. Та отвечает, что скоро ей самой понадобится мозгоправ. И как справляешься? О, ну, я алкоголик. А еще постоянно курю траву. Короче, ходячая катастрофа. Миллер признается, что переживает из-за Элли. Он совершенно не поверил ее речи. Единственный, с кем она была честна, сейчас мертв. Док предлагает ему бесплатную консультацию. Он отвечает, что не хочет, чтобы она пошла по пути Джоэла. Тот тоже постоянно находил оправдание, но на самом деле просто выплескивал злость. Гейла отвечает, что от воспитания толком ничего не зависит, так как все решает природа. И это не Джоэл направил ее на плохую дорожку. Думаю, они с самого начала шли по ней вместе. Она прекрасно его понимает, но некоторых людей невозможно изменить. Да какие Таню не распустили, ей-богу. В игре Элли даже никого не спрашивала и буквально сразу же отправилась мстить. Я не понимаю, зачем это вообще нужно было показывать. Такое ощущение, что они просто хрон растягивают. Уже вечером Элли собирает вещи, и к ней стучится Дина. Она пытается убедить ее в том, что уже спать ложится, но подруга видит ее насквозь. Ой, да кому ты пи***ишь? Элли впускает ее и спрашивает, какой у них план. Пойти в Сиэтл и убить Эбби.
А где он? На северо-западе. У тебя тут только оружие или аптечка тоже есть? Нет? Динка достает карту и показывает ей путь, по которому они пойдут в Сиэтл, а после вытаскивает список припасов, которые им понадобятся, перечисляя абсолютно все, кроме противогазов. Они чё, обе с иммунитетом, что ли, или как? Делают вид, будто они им не пригодятся. Хотя по факту и нахрен не пригодятся. Это я дописываю после просмотра определенного момента. Кто понял, тот понял. Элли интересуется, где она все достанет, и та отвечает, что у нее есть определенные связи. Всю одежду надень на себя. Патроны распихай по карманам. Остальное положи в чехол или в рюкзак. Встретимся у восточных ворот в 3 часа ночи. Уже ночью они встречаются у ворот. Связями оказывается Сет. Он дает ей винтовку получше. Положил вам кое-чего в сидельные сумки. 2-недельный запас галет, бинтов, спирта, лекарств, батареек. Поехал бы с вами, но меня ранили по ошибке под Новый год. А по ошибке ли? Перед отъездом дед протягивает Элли руку, и та пожимает ее в ответ, после чего они отправляются в путь. Старый, реально клевый тип. Он повел себя даже лучше, чем Томми, хотя он брат Джоэла, и если не ошибаюсь, в игре Томми удрал вперед еще быстрее, чем Элли, никому об этом не сообщив. А тут шо, остался дома и сидит плакает. Шо ты лысый, плаки-плаки или нормалдаки? На рассвете Элли посещает могилу Джоэла и кладет зерна кофе, и после этого девки отправляются до Сиэтла. В лесу они решают рассказать друг другу про свои первые убийства. Элли решает рассказать про второе, где она убила чела в Канзас-Сити. Динка просит ее оповестить, если она приметит укромное место от дождя, на что Элли отвечает, что погода сейчас нормальная. Кстати, про первое убийство Дины мы так и не узнаем. Немного погодя, они сидят в палатке, а на улице полный пи***ц. Нифига, как резко ливануло. Как ты поняла, что начнется дождь? Я ведьма. Точно. Девки ложатся спать и выключают свет. Вдруг Дина просит оценить ее умение целоваться по шкале от 1 до 10. Элли отвечает 6, и та обижается. Я тебе не верю. Ты спросила? Я ответила. Прости, можешь вернуться к Джесси. А я уже. Ну вот и все. На следующий день девки продолжают путь, но натыкаются на труп и решают все тщательно проверить. На спине они обнаруживают неизвестный им знак и кучу дырок от пуль. Чел пытался от кого-то убежать. Дина отходит в кусты, но через пару мгновений возвращается обратно и начинает блевать. Элли решает проверить, что там за фигня, и обнаруживает кучу трупов. Элли возвращается обратно и делает предположение, что, возможно, их убила компашка Эбби. Позже они все-таки доходят до Сиэтла. Ух ты. Чёртов Сиэтл. Красивый. Значит, волков там немного. Скоро будет еще меньше. В это время Мэнни сидит на смотровой вышке, сообщает своим, что улица чиста, и те могут продолжить движение. После чего нам показывают почти буквально батальон ВОВ, который имеет на вооружении БТР и военные машины. Все, проехали. 4 серия. Все начинается с флешбека в карантинной зоне Сиэтла 2018 года. Группа солдат из Федора передвигаются на военном грузовике. Один из них рассказывает историю о том, как он поймал 2 людей, которые раздавали какие-то листовки по религиозной чуши, но он об этом не знал и вызвал подмогу, на которую приехал некто с именем Гринберг. Подъезжает, выходит из тачки, уже весь на взводе, сразу видно, и говорит такой: «Нахрена ты меня вызвал?» Короче, он без разбирательств убил этих людей, считая, что они состоят в избирателях. Одна история охуенная, другой просто. Чел, который сидел напротив, решает спросить, кто такие вообще эти избиратели. Ему отвечает командир, который рассказывает, что их так стали звать, потому что они отняли у них все права. Смех резко пропадает, и рассказчик сразу извиняется. В этот момент они останавливаются, и водитель сообщает, что их окружили люди. Солдаты начинают готовиться, но главный приказывает им сидеть. Он лично попробует с ними поговорить, объясняя, что если они применят силу, все закончится как обычно. Кровь, кишки, мясо, грязючка, в общем, вот это вот все. Командир выплевывается из брички и решает взять с собой одного чупа-чупса солдата, того самого любопытного. Они встречаются с лидером тех людей, спрашивают имена друг друга, и, как оказывается, военного зовут Айзек, а женщину Хендрен. Командир возвращается к фургону и закидывает в кузов 2 гранаты, да закрывает бойцов внутри. Я вас категорически приветствую. Клим Саныч. Добрый день. Добро пожаловать. Пора выбирать. Вот это нифига себе. Видать, челу очень повезло с вопросом, и Айзек в нем что-то разглядел. Возвращаемся в настоящее. 2029 год. Дина залазит в аптеку за бейсболом, но толком ничего не обнаруживает. Я только пописаю. 1 минутку. Ага. Вот тебе и ага. Но я думаю, тут все понятно. Нашла тесты на беременность и решил провериться. Спустя минутку Динка выходит, и они продолжают двигаться. По ходу движения они натыкаются на танк, и Элли решает его проверить. Но по случайности роняет люк, и раздается громкий звук, после которого они сразу же хватаются за пистолеты. Но никаких зараженных поблизости не оказывается. Ну и людей тоже, что очень удивительно. Повезло нам.
Дина интересуется, что там имеется. Элли отвечает, что кроме обгоревших трупов там нет ничего. В этот момент она замечает телевышку, на которой написано «Вов», и сообщает об этом подружане. Та сразу предлагает туда отправиться, но первая просит ее остановиться, объясняя, что скорее всего они не готовы к незнакомцам, что рисуют такие огромные знаки. Поэтому она предлагает отправиться туда ночью, без лошади, чтобы их было труднее увидеть с высоты. Ладно, давай поищем, где спрятать искру. Уже нашла. Ляну Дина мозг, конечно. Правда, в оригинале все было совершенно не так. Там они наехали на мину и искру разнесло, после чего на них начали охотиться Вов. Уже там Эл поднимается на второй этаж и находит совершенно новенькую гитару. Это мне! Это мне! Она ее настраивает и начинает исполнять. Она поясняет, что этому ее обучил Джоэл. Слушайте, а Джоэл-то реально шарит в музыке. Такому балдежу научил. Но за это я могу только респект выдать, руку пожать и лайк на аватарку ВКонтакте поставить. Переключаемся на Айзека, который включает плиту и рассказывает историю о том, что в юношеском возрасте не умел разговаривать с девушками, но хорошо умел готовить. Поэтому впечатлял их тем, что готовил. Правда, у него было мало кухонных приспособлений. И он часто приходил в один и тот же магазин, разглядывая посуду фирмы Мавиэл. Так вот, в один из дней он пообещал себе ее приобрести, что впоследствии и сделал, но уже в апокалипсисе. Далее он берет сковородку и ставит ее на огонь. С медью много возни, ее нужно полировать, но нагревается она быстрее всего. Айзек хватает сковородку и подходит к бедолаге, спрашивая, где шрамы собираются на них напасть. Тот его поправляет, говоря, что они серафиты, а не шрамы. Командир прижигает ему руку. Один из солдат за дверью говорит, что это полный пи***. Но другой его затыкает, говоря, что Айзек знает свое дело. Я бы сказал, он не то чтобы его хорошо знает, он буквально в нем варится. Этот персонаж буквально выглядит как тот самый пораженный военный. Тем временем на кухне бородатый снова ставит сковородку на плиту и продолжает разговор, из которого мы узнаем, что серафиты напали первыми на людей и развязали войну. Айзек снова повторяет вопрос, но тот отвечает, что они проиграют. Сынок, у нас есть автоматы, больницы. А у вас, психов, только винтовки, луки, стрелы и суеверия. Вы сказали всем, что у меня нет шансов? Что у меня, кроме молитвы, ничего нет? Болван, мне больше ничего и не надо. Командир спрашивает, как они проиграют, и тот рассказывает, что каждый день его люди переходят на их сторону. После этого Айзек срывается и заявляет, что спалит ему всю кожу, если тот не скажет, что ему нужно, на что Серафит протягивает следующую руку, и тот его убивает. Отлично. Шрам заслужил это. Чёртово животное. Я так понимаю, в Сиэтле происходит война между двумя кастами, а Айзек, скорее всего, является одним из главных, и теперь понятно, почему тот отряд шрамов был убит. Кстати, сцену они передали очень даже хорошо, наверное, даже лучше, чем в оригинале. Если не ошибаюсь, он пытал его ножом, и там не показывали убийство. Но тут выше всех похвал, реально красавчики. Элли с Диной прибираются к телебашне и обнаруживают пролаз на втором этаже. Кто-то забрался на пристройку, залез по трубе, разбил окно и порезался о стекло? Да ты, Шерлок Холмс. Динка спрашивает, что они будут делать, если наткнутся на тех, кого не было в Джексоне. Их нужно за***ь. Немного погодя, девки пробираются внутрь и натыкаются на труп одного из Вов, после чего выходят в главное помещение и застают несколько повешенных тел с распоротыми животами. Элли находит тот самый знак, но на этот раз со словами «почувствуй ее любовь». ТНТ, почувствуй нашу любовь. В этот момент они замечают свет из коридора и быстро прячутся. Солдаты Вов сообщают, что это дело рук шрамов, и командир приказывает спустить тела на землю, а после осмотреть все здание. Если шрамы еще здесь, найдите их и убейте. Сказал, что хочет их допросить. Айзека здесь нет. Тут повсюду кишки разбросаны, так что мне насрать. Элли начинает отступать к лестнице, а Дина прячется под столом. Солдаты заканчивают с проверкой первого этажа и переходят на второй, где Элли судорожно пытается открыть окно, но замечает, что Вов уже тут, поэтому прячется и нападает на него сзади. Туда же приходят остальные бойцы, но Дина ее прикрывает, и они через окно. Немного погодя, они забегают в тупик, но обнаруживают маленький пролаз и успешно сваливают. Они здесь, в туннеле. Огружайте южный вход. Ну это позорище. Сколько она возилась с этим солдатом? Секунд 30 где-то. Такое ощущение, что они реально не готовы к этому походу. Тем более здесь Элли уже должна быть повзрослевшая, но почему-то дерется как ребенок. В оригинале это довольно легко расправлялась с челами, нежели тут. Девки спускаются в тоннель. Элли замечает выход, и они начинают идти. Но совершенно ожидаемо туда пригоняют солдаты Вов и начинают раскидывать фаеры. Один из них попадает прямо на кардицепс. Зараженные начинают издавать звуки, где-то начинаются выстрелы, и бегуны появляются толпами. Девки залезают в перевернутый вагон, но зараженные находят их и там. О, Господи! Беги, беги!
Дина обнаруживает люк и начинает вылезать, пока Элли прикрывает ее, после чего подходит ее очередь. Девки выбираются наружу, перелазят через забор и поднимаются наверх по эскалатору, но натыкаются на ржавые пропускные. В это время бегуны прорывают решетку. Элли удается перебраться на ту сторону, а на Дину нападает зараженный, однако Эл дает укусить себя, и они избавляются от бегуна. Девки выбегают на улицу, и Элли предлагает укрыться в кинотеатре, но у Дины совершенно другие планы. Я тебя Ладно, в принципе, как она узнала о иммунитете, одна хуйна, хотя насчет противогазов я был прав. Авторы, видать, решили забить на это хуй. В игре девки пробирались по тоннелю со спорами в масках. У Дины она навернулась, и Элли решила ей отдать свою маску, так-то я узнала про иммунитет. Однако тут это переиграли. Хорошо это или плохо, решайте сами. Можете написать об этом в комменты. Уже в кинотеатре Элли подпирает дверь и замечает, что Динка наставляет на нее ствол. Я знаю, ты боишься. Прошу, не надо. Но я должна объяснить. Прошу, не надо, мне и так тяжело. Стой! Зачем ты это сделала? Нахрена ты подставила? Послушай меня. Эл признается, что иммунна к грибку и рассказывает, что ее уже кусали, но та ей не верит. И Элли говорит, что сейчас просто ляжет спать, а она может за ней проследить. И если что, убить. Дина соглашается. Стой, это вода. Дождь капает и все. Элли снимает повязку и показывает укус, который так и не начал распространение. Дина подходит поближе и сообщает о том, что беременна, после чего они набрасываются друг на друга, и Элли начинает доставать ребенка рукой. Давай по новой, Миша, все хуйня. Внимание, Антон Мартынов начал домогаться до девушки. Прямо в трусы к ней залез, прием. Утром они просыпаются и перекусывают. Как твоя рука? А это шрам от другого укуса? Да. Ты говорила, это ожог. И ожог тоже. Далее они продолжают. Дина признается ей в любви, что хотела провести с ней всю жизнь в каком-нибудь доме с ребенком, а когда ее укусили, она посчитала, что этому не сбыться. Я знала о твоих чувствах. Откуда? Я их так тщательно скрывала. Нет, это же было очевидно. Прости. Понятно. Я этого хотела. Динка рассказывает, что как-то в детстве она рассказала матери о том, что ей нравятся и мальчики, и девочки. На что-то ответила, что им нужны только мальчики. Она старалась это принять, встречаясь с Джесси, но вскоре поняла, что он хоть и классный парень, но не тот, кто ей нужен. Элли спрашивает, как она узнала о беременности, и Дина рассказывает, что начала об этом подозревать еще в том лесу. Охренеть. Я буду батей. Да. В этот момент включается рация, по которой солдат Вов сообщает о раненых и о том, что везет их в больницу Лейк-Хилл к Норе. Динка сразу находит ее на карте, и они выбегают на крышу. Видишь то белое здание? Элли просит напарницу остаться, так как теперь ситуация изменилась, но та отвечает, что они пойдут туда вместе. Еще и за руки берутся. 5-я серия. Хедрен топает по коридору больницы, где находится куча солдат. Она приходит к лестнице, ведущей в подвал, но та напрочь завалена и закрыта всем, чем возможно. Я так понимаю, там что интересное имеется. Я бы буквально назвал это адом. Она встречается с Элис Парк, женщиной, которая является главой охраны данного места. Она сообщает, что ее люди очень преданы и не хотят, чтобы ее казнили. На что-то отвечает, что если бы это было, сюда бы приехал Айзек. Но он сейчас занят шрамами, и если перемирие будет нарушено, ему понадобятся все солдаты. Поэтому просит доложить о том, что произошло и почему она убила своих. Элис ее поправляет, что в число этих солдат входил ее сын Леон, после чего рассказывает о том, что они зачистили все с 1 по 6 этаж, и оставался только подвал, включающий в себя 3 этажа. Мы ожидали худшего, это их любимая среда. Да и старожилы говорили, что именно туда привезли первых зараженных пациентов в 2003-м, и у нас возникла проблема с доступом. Почти все входы и лестницы были завалены, кроме одной единственной. В итоге они спустились на 1-й этаж, на котором не было абсолютно ничего. Поэтому уже сегодня она отправила другой отряд на 2-й этаж, надеясь, что все будет точно так же. И чтобы перестраховаться, назначила Леоном лидером этого отряда, так как пацан был лучшим среди всех. Но через пару минут он доложил о том, что 2-й этаж полностью покрыл грибок. Элиза приказала пройти еще дальше, и через 5 минут тот снова вышел на связь, но теперь почти не мог дышать. Конечно, жалко пацана, бля. Леон доложил о том, что он и его отряд попали в споры и попросил закрыть их. Как и сказал Леон, мы заперли их. Больницу мы терять не можем. Я сообщу об этом только тем, кому положено знать. Как по мне, сержант Пак, вы решили эту проблему окончательно и героически. Хедрен приносит свои соболезнования и уходит. Что за тупой мув? Сам апокалипсис начался еще аж в 2003 году, а сейчас уже как 2029. Неужели они не продумали и не взяли с собой
и противогазы. Это звучит как бессмыслица. Я понимаю, что если бы они туда провалились или случайно попали, но ведь уже было понятно, что нужно надевать противогазы. В игре такого происшествия не было. Здесь же они это просто сделали для того, чтобы рассказать нам о том, что происходит в том подвале. Ну а вообще, кажется, это было сделано для растягивания хрона. Потому что если вырезать эту сцену, получится серия на 30 минут. Возвращаемся к девкам, которые находятся в Сиэтле уже второй день. Дина прослушивает рацию Вов и на карте отмечает все точки и соединяет их, чтобы понять, где находятся их аванпосты и т.д. В этот момент включается свет, и к ней прибегает Элли с инфой, что у кинотеатра мощный генератор на природном газе. Она просит ей все объяснить. Все просто. Я определяю направление движения их отрядов и вычисляю базы. Правда, углы строю на глаз. С транспортиром получилось бы точнее. А, я как раз его захватила. Правда? Нет. Элли признается, что ненавидит математику и уходит, оставляя все на Динку. Немного погодя, Мартынов натыкается на театральный зал и находит там гитару, после чего садится на сцене и решает исполнить. Короче, песенка у нее не идет. У Кузи лучше получилось. К ней приходит Дина и сообщает, что закончила с расшифровкой. Позже она делает набросок их плана и показывает все Элли. В обороне Волков есть только одна брешь, и это обычное здание, которое обходят даже патрули. Вов очень плохо занимается отслеживанием своих патрулей и переговоров по рации из-за войны со шрамами, поскольку те вообще не используют электричество, и это может сыграть им на руку. Элли отвечает, что если они выйдут сейчас, то уже к ночи смогут добраться до того здания, и Динка соглашается, после чего они выдвигаются в путь. Ну, гениально. Хочется немного затронуть, что ночью они нифига не вывезут. Единственное, что проще, будет ночью патрули обходить до туда. Вообще, почему я эту тему раскручиваю? Да потому что они обе слабые, шо капец. Вдвоем даст бог одного солдата смогут окучить. Такое, наверное, в целом Дина бы смогла вывести, но тут присутствует дебаф в лице подружки. По дороге девки натыкаются на кучу мертвых шрамов. Элли предлагает Дине вернуться назад, объясняя, что это очень опасно и ребенком рисковать нельзя. Но та просто молчит, а после рассказывает про свое первое убийство. Тогда она была еще совсем маленькой, мать не пускала ее погулять, и она, украв винтовку, сбежала. Но когда вернулась, застала мертвую семью и перепуганного мародера, которого впоследствии и застрелила. Элли приносит свои соболезнования, и та продолжает, что чем бы Джоэл не провинился, он такого не заслужил. И если бы она тогда осталась дома, а мародер заставил ее смотреть на то, как он убивает всю семью, это было бы уже неважно, кто первый начал. И если бы я его не убила, если бы он сбежал, то клянусь тебе, я бы всю жизнь его искала. Всю жизнь. Дина заявляет, что может уйти обратно или пойти с ней, а если умрет, то это будет не на ее совести, и Эл отвечает, что они пойдут вместе. Ну да-да, нахрен этот лор, друзья. К чему вообще, делать этот сериал? Чисто взяли персонажей, да и название. В игре Элли оставила Дину в театре, потому как, ну ребенок, да и если бы такой вопрос они вообще подняли, Элли бы ни за что не согласилась, чтобы Дина пошла с ней. Уже ночью они подходят к зданию и залезают внутрь. Динка сообщает, что у нее две хорошие новости. Первая, прожекторы не смогут засветить их в здании, а вторая, на них до сих пор еще никто не напал. Поэтому она собирается пойти вперед и разведать, что там есть. Что здесь происходит? Элли напоминает, что иммунитет у нее, поэтому первой пойдет она. Та соглашается. Элли быстренько осматривает помещение за дверью. Там абсолютная пустота, что в целом хорошая новость, поскольку логически здесь уже не может быть стаи, а значит, скорее всего, тут пару бегунов и щелкунов, с которыми они быстро расправятся. Но стреляем только в крайнем случае. Если волки услышат стрельбу, здесь будет целая армия. Ага, видел я, как она с ножом обращается. Немного погодя, они проходят по зданию и попадают в большое помещение, которое просвечивается прожектором из больших окон. Получается, с первой новостью немного обкекались. Там они находят свежий полусъеденный труп и какие-то странные звуки. Что это за херня? Почему она прячется? Она тоже умная. Вроде той из супермаркета. Элли объясняет, что эта тварь пипец какая хитрожопая, и чтобы она не застала их врасплох, нужно самим ее и подловить. Они приступают к делу, но быстро понимают, что оказались в меньшинстве. Девки собираются бежать, но Дина замечает, что их почти окружили. Элли направляет ее к щитку, огороженному решеткой, и просит закрыться там, пока она разберется с зараженными. Дина так и поступает, а Элли начинает шмалять. Вскоре ее прижимают, но тут появляется некто, который их спасает. Им оказывается Джесси, и они всей толпой начинают но уже от Вов. Убегает! Бежим! Не останавливайтесь! Бегите! Я прикрою! Они забегают в местный парк и прячутся в кустах, куда волки не решаются заходить. По пути Элли спрашивает, как он их нашел, и тот поясняет, что они оставили карту в театре. Ну как ты нашел театр? Думаешь, мне сейчас до разговоров? Один пришел. Нет, с Томми.
разделились, когда дошли до города. Так быстрее. Джесс рассказывает, что они пришли сюда тайком, ибо никто бы это не одобрил. Ладно, МБ все-таки зря гнал на него, когда думал, что он не проголосовал за них. Хотя они пришли, чтобы чисто их вернуть. Дина интересуется насчет Томми. Джесс рассказывает, что они договорились встретиться в театре на рассвете, поэтому они вернутся туда, а на утро отправятся обратно в Джексон. В этот момент они начинают слышать свист и натыкаются на шрамов, которые казнят очередного волка. Он погряз во грехе. Освободи его, дабы познал он ее любовь. Нет, пожалуйста, не надо. Серафим вспарывает ему живот, и они подвешивают бедолагу на веревке, после чего компашку находят, и в Дину прилетает стрела. Джесси хватает ее на руки и убегает в театр, а Элли начинает убегать в противоположную сторону, отвлекая всех на себя. По итогу они теряют ее из виду, и она но по пути замечает ту самую больницу и решает наведаться. Позже она подкрадывается к больнице, и ее замечает собака. Солдат идет на проверку, но псина приводит его к дырке, и тот решает, что это был просто маленький зверек. Тем временем Нора меняет бинты у пострадавшего и уносит промыть старые, но Элли застает ее врасплох. Помнишь меня? Да, помнишь. Что тебе нужно? Где Эбби? Лысая отвечает, что не в курсе, и добавляет, что если она выстрелит, сюда сбегутся все солдаты, на что Элли сообщает, что отпустит ее, если она расскажет то, что ей требуется. Нора начинает давить на жалость, что она до сих пор помнит его крики, типа его смерть была очень страшной, но он ее заслужил. В этот момент она ее отвлекает и дает по газам. Она забегает в тупик и решает залезть на лифт, который внезапно опускается на второй подземный этаж. Ничего не остается делать. Нора бежит туда, а Элли следует прямиком за ней. Черт, она открыта! Гребаная шахта открыта! Закрыть коридор! Назад, назад, назад! Всем отступить! Шахта открыта! Ну все, получается, Норе капут. Ведь выхода оттуда нет, ну по крайней мере для тех, у кого нет иммунитета. Элли тихонько проходит по коридорам и заходит в споры, после чего натыкается на разросшийся грибок и группу, о которой нам говорили еще в начале серии, которую уже, к сожалению, не спасти. Я уже часть корабля. Элли продвигается дальше и все-таки находит Нору, которая попала в тупик и уже надышалась спорами. Сука тупая. Споры. Они повсюду тут. Выражены. Ты убила нас обеих. Уверена? Лысая понимает, что это именно она являлась той девочкой с иммунитетом. И Элли повторяет свой вопрос. Нора рассказывает, что Джоэл убил всех, кто находился в больнице, включая единственного человека, который мог сделать вакцину. Пиздючка отвечает, что она в курсе и спрашивает еще раз, но та продолжает молчать. Тогда она хватает трубу, лежащую рядом, после чего ебать ей по ноге. Жесть, ну а что она хотела? Могли бы просто его убить и не издеваться. Тем более Джоэл, если не ошибаюсь, прежде чем всех убить, попросил по-хорошему вернуть ее обратно. Но те не захотели. Но это было конкретно в операционке. До этого он всех без разбором. Сразу после этого начинается флешбэк, где Элли просыпается и ее встречает Джоэл. 6-я серия. Флешбэк. 1983 год. Техас. Еще маленький Джоэл успокаивает своего брата, который переживает за то, что их отец будет его бить за проступок и заявляет, что возьмет вину на себя. Спустя время пригоняет батя, который, как оказывается, работает полицейским. Лала Саламанка судьба. Сначала, оказывается, копом был, а только потом стал членом картеля. Он рассказывает, что у него есть 30 минут, поэтому просит объяснить, что случилось. Джоэл рассказывает, что хотел купить траву, но паренек попытался его обмануть, и они закусились. Батя понимает, что он врет. Это Томми покупал траву, а он просто шел мимо и ввязался в драку. Томми, ничего Я говорил с пострадавшим, Джоэл. И с копами, которых вызывали. Я не тупой. И если бы не я, вы с Томми сейчас сидели бы в тюрьме. Отец достает 2 банки пива, после чего садится рядом и рассказывает историю о том, как в детстве украл шоколадку. Я тоже, может, хочешь шоколад? Но отец об этом узнал и попросил вернуть ее обратно. А когда они вернулись домой, тот же сломал ему челюху одним ударом. Да так, что тот не мог открыть рот 2 месяца, и все знали почему. Он начинает плакать и говорит, что хоть он их и бил, но не так сильно, как бил его отец. Я уж точно был лучше моего отца. И когда придет твой черед, надеюсь, ты будешь лучше меня. 2 месяца спустя с возвращения Джоэла и Элли, он приносит сету Лего и делает заказик к завтрашнему утру. После этого старина приносит домой кость и начинает мастерить гитару специально для Элли. Немного погодя, когда он заканчивает, Томми приводит Элли домой и сообщает, что она работала на кухне, где по случайности прижгла руку. Кто это допустил? В смысле кто?
Кто мог подумать? Я вообще ужинал. Ай, как Так. больно. Ай. Тише, малышка, тише. Оказывается, она хотела снова носить футболки с короткими рукавами, поэтому решила обжечь себе место укуса. На следующий день она спускается на кухню и там застает Джоэла с тортом. С 15-летием Илай. Ладно. Надеюсь, печется лучше, чем пишет. Лучше. Он дарит ей гитару и обещает, что обязательно научит ее играть. Элли просит спеть для нее. Далее нас переносят на год вперед, на следующее ДР. Джоэл ведет ее в секретное место, а та пытается угадать, что именно он для нее приготовил. Но он не наркоман, поэтому не колется. По дороге она залупается, что хочет в патруль. Мол, Джесси уже начал в 16, но он просит ее не торопиться и наслаждаться детством. Тебе всего 4 часа, как 16. Сначала нужно пройти подготовку и научиться главному – терпению. Джесси меня потренирует. Старина подмечает, что они слишком много времени проводят вместе и интересуется, есть ли между ними что-то, на что Эл отвечает «нет». Он решает рассказать ей про пестики и тычинки, но та отвечает, что обо всем уже в курсе и обещает не беременеть, если он разрешит ей тренироваться. Ты что, прикалываешься? А можно посмотреть на того, кто согласится на это? Наверное, там у пацана все очень плохо должно быть. Немного погодя, они приходят в музей динозавров. Я залезла на динозавра! Ты орешь, полудурок, тут я! Уже в музее они идут по темному коридору, как вдруг в моменте музей динозавров становится музеем космоса. Она подходит к макету Солнечной системы и начинает его крутить. Работает? Видать, кто-то ее смазал. Мелкая признается, что хотела бы туда слетать, и Джоэл предоставляет ей такую возможность. Отводит ее к настоящему шаттлу Аполлон-15, побывавшему в космосе, и просит выбрать себе шлем. Элли делает выбор. Господи, что у нее с лицом? Это вообще не похоже ни на улыбку, ни на радость. Честное слово, пиздец какой-то. Они залезают в шаттл и закрываются, после чего он протягивает ей кассету с записью запуска этого шаттла и поздравляет с днем рождения. 2, 1, 0. Ну, хоть здесь ничего не стали менять, и на этом спасибо. Все-таки я считаю, что кем бы ни был Джоэл, и что бы он ни делал, как отец, он хорош. Подготовить такое на день рождения. Мне кажется, он явно перед тем, как вести ее сюда, облазил все и не раз рискнул жизнью. Немного погодя, они уже возвращаются назад, и Джоэл говорит, что им нужно почаще так выбираться. Элли соглашается и резко меняется в лице, увидев неподалеку светлячков. Переносимся еще на год вперед. На 17-й день рождения Элли. Джоэл снова приносит торт, и на этот раз все написано верно. Он поднимается к Элли и понимает, что она не одна. Джоэл, какого хрена? Вот именно, какого хрена? Уходи. Нет, стой! Что ты тут делаешь? Ты же ушел в патруль! Он освободился пораньше, чтобы сделать сюрприз. Сразу после этого замечают у нее свежую татуировку. Он выгоняет подружку и спрашивает, что это за подростковый бунт. Наркотики, татуировки, секс, эксперименты с девушками. Секса не было, и это не эксперименты. Не факт. Батяня предлагает обсудить все, как только она придет в себя и уходит. Уже ночью Джоэл слышит непонятные стуки из комнаты Элли. Приходит на них и видит, как та решила переехать в гараж. Он просит ее успокоиться, но та продолжает выебаться. Но в моменте до нее все-таки доходит. Она извиняется, что набила тату и курила траву вместе с Кэт. В ответ на это Джо говорит, что, возможно, ей и вправду нужен свой уголок. Поэтому просит дать ему пару дней, чтобы обустроить гараж. После чего просит взглянуть на тату. Вообще-то неплохо. Лучше, чем тот, которого я вырезал на гитаре. Далее Джо интересуется, почему она выбрала мотыльков, и та отвечает, что прочла о них в одной книге про сновидения. Кстати, между делом, интересный факт. Мотыльки достаточно похожи на цикад, которых здесь называют светлячками, но в игре они были цикадами, и, возможно, Элли таким образом как-то связывала себя с цикадами. На следующий день Джоэл прибегает к Гейл и спрашивает, что означает символ мотылька. Док отвечает, что мотылек означает смерть. Перелетаем на 2 года вперед. Малой уже 19, но она так нихуя и не изменилась. Сидит у себя в гараже и репетирует речь с Джоэлом по поводу того, что случилось в той больнице. Хочет разобраться и задать пару вопросов. Первый. Если светлячки заметили нас в километре от больницы, как мародерам удалось застать их врасплох? Второй. Если мародеры убили всех солдат и Марлин, и тебе пришлось меня уносить, как мы смогли уйти? Ее прерывает Джоэл, который сообщает, что настало время ее первого патруля. Позже они скачут по лесу, и малая интересуется, какой рекорд по убийствам на первом патруле. Ответ – 0, потому как это самый безопасный путь для новичков. Правила такие. Держись рядом с напарником, осматривай местность, будь начеку. Охренеть! Что? Там маленькая белка большую. Нужно сообщить об этом.
Я не понимаю, чего они пекутся. Элли еще в малом возрасте прошла с Джоэлом полстраны. Она и убивала, и стояла на стреме, а они с ней как с ребенком. Камон! Она тогда попала в плен и за***рила проповедников Солянова. В этот момент им сообщают по рации, что на Юджина и Адама напали зараженные. Нужна помощь. Джоэл приказывает пиздючке возвращаться, поскольку это опасно. Но та отказывается, так как уже не ребенок. Ну и напарники поскакали на подмогу. Уже на месте они спешиваются и спускаются со скалы. Помнишь, чему я учил? Прикрываем друг друга. На пути им встречается конь с трупом Адама. В конце напарники обнаруживают Юджина, который оказывается укушен. Что могу сказать по своим ощущениям, бля? Ну, пи***ц. Стой. Ладно. Слушай, я прикинул, у меня есть где-то час. Давай сделаем так. Вернемся к воротам. Пусть Гейл выйдет ко мне, чтобы я смог с ней проститься. Джоэл ему отказывает, а Элли просит вытянуть руку и посчитать до 10. Дед так и делает, и та сообщает, что у него реально еще есть время, поэтому они могут его связать и привести к воротам. Дед, Джоэл, пусть увидится с женой. Пожалуйста. Элли, сходи пока за лошадьми, а мы пойдем тебе навстречу. Я клянусь. Ну, как будто бы он спел. Джоэл в таких ситуациях никогда не раздумывал над решением, и если он его уже принял, бессмысленно его переубеждать. Джо везет Юджина по лесу, и тот сообщает, что от кардицепса становится все холоднее. Они выходят к берегу, и им открывается безумный красивый вид на горы. Джоэл наставляет на него винтовку и просит не поворачиваться. Дед умоляет его так не поступать, но он предлагает передать его слова жене. Не нужен мне красивый вид. Мне нужна Гейл. Позволь мне увидеть ее. Я хочу увидеть ее напоследок. Джоэл сообщает, что лица любимых у них всегда перед глазами. Юджин снимает очки и говорит, что видит ее, после чего нам показывают птиц. Опять же, в игре такого не было, только упоминание о Юджине, да и тот умер от старости в 38 году. Хоть и опять все перелопатили, но сделали хотя бы красиво. Уверен, что лицам, не знающим эту вселенную, точно бы понравилось. Сразу после этого пригоняет Элли и разочаровывается в Джоэле. Немного погодя, он оповещает ее о том, что база уже в курсе о случившемся, и он сообщит Гейл то, что она должна знать, оправдывая себя тем, что так будет правильно. Уже в Джексоне Томми приводит Гейл, и та сразу начинает рыдать, а Джоэл рассказывает, что они нашли его укушенным. Тот просил передать, что он ее любит, и хотел бы с ней попрощаться лично, но это было бы опасно. Поэтому Юджин убил сам себя. Гейл обнимает Джоэла, и тут высирается Элли, говоря, что все было не так. Он умолял о встрече. Время было. Джоэл пообещал его отвезти. Обещал нам обоим. А потом прострелил ему голову. Ну и док прибывает. Я немного мозгами пораскинул и примерно выкупил, почему Джоэл так решил поступить. У него было целых две причины. Во-первых, так по правилам. А во-вторых, тот момент, когда Элли попросила его досчитать до 10, Джоэл понял, что док догадался о их секрете. И неизвестно, что бы мог сделать, придя к воротам. Спустя 9 месяцев нам показывают ту самую новогоднюю вечеринку. Томми уносит сына домой, а Мария извиняется за слова, сказанные сегодня, что прозвучали они очень неблагодарно. И на самом деле он им всем безумно дорог. Я хочу сказать, что дядя Ворчун – наша семья. А семья всегда придет на помощь, если надо. Их перебивает Сет. Джоэл тут же его толкает и просит свалить, после чего старого уводит Мария. Старина. А Элли наезжает на Джоэла. Позже этим вечером Миллер играет на гитаре и к нему пригоняет Элли. Она заявляет, что может и сама справиться с Сетом и просит больше не снимать ее с патрулей. Девка догадалась, что он соврал ей тогда точно с таким же выражением лица, как и в лесу перед Юджином. Но я дам тебе последний шанс рассказать, что случилось со светлячками. И если снова соврешь, это конец. Элли спрашивает, были ли там еще люди с иммунитетом. Тот отвечает нет, после чего она спрашивает про мародеров. Тот опять все отрицает. Тогда она спрашивает, могли ли те врачи создать вакцину, и он сквозь слезы это подтверждает. Это ты и Марлин? Джоэл рассказывает, что она бы умерла после операции, и девка срывается, что он лишил весь мир спасения и отнял у нее ее судьбу. Тот соглашается и говорит, что обязательно за это заплатит, и добавляет, что если бы у него был шанс вернуться в тот момент, он бы сделал то же самое, потому что любит ее. Возможно, ты никогда не поймешь, но если это произойдет, и у тебя однажды будет свой ребенок, надеюсь, ты справишься лучше меня. Элли говорит, что все же попробует его простить. В игре все было по-другому. Элли там съелась из патруля, в больнице сама все увидела и потом прижала Джоэла, а тут немного переиграли. Хотя можно было бы просто сделать еще одну серию, и тогда бы все вышло норм. Переносимся в настоящее, где Элли возвращается в кинотеатр. 7-я серия. Джесси пытается помочь Дине со стрелой в ноге. Он понимает, что если вытаскивать стрелу, то будет еще больше грязюки, и предлагает ей хлебнуть вискаря перед началом. Но она от этого отказывается. Ну тогда поехали. Он проталкивает стрелу дальше. Позже Джесси ее охраняет. Вдруг раздается стук в дверь. Это Элли.
Элли, которая сразу спрашивает, где она. Уже в гримерке она усаживается рядом с Диной, глядит на ногу, после чего спрашивает про ребенка. Та утверждает, что с ним все норм, после чего замечает кровь на ее футболке и предлагает помочь. Сними футболку. Так, подними руки. 3, 2, 1. Боже упаси увидеть какие-то причиндалы Белла Рамзи. Вы чё придумали, чертов Нил Дракман? Боже, помилуй. Она начинает ее мыть и просит рассказать, что случилось. Элли признается, что нашла нору. Как оказалось, она знала, где Эбби, но сказала всего лишь 2 слова – колесо и кит. Больше узнать ничего не получилось, потому как та заразилась и начала обращаться. Я ее пытала. Думала, это будет сложнее. Но нет, это было легко. Я просто делала ей больно. Дина спрашивает, убила ли она ее, и та отвечает нет, просто бросила умирать. Как вы видите, реагирует на это мамочка спокойно. Типа, ну, наверное, она это заслужила. Вдруг Элли заявляет, что не заслужила, после чего рассказывает свой с Джоэлом секрет. Ты знала, кто они? Но знала, что он сделал. Прости. Дина вдруг выдает, что нужно возвращаться и ложиться спать. Мне вообще непонятна реакция Дины. Сама же говорила, что не важно, что сделал Джоэл, чтобы они его убили. А теперь вдруг резко передумала или как? Сиэтл, день 3. Они собирают рюкзаки. Элли включает рацию. Как тут появляется Дина. С больной ногой ковыляет до Элли и дарит свой браслет. На удачу. Джесси предлагает в соло пойти на разведку. Но Дина утверждает, что это слишком опасно. Поэтому они вдвоем с Элли. Место встречи с Томми недалеко. Если все пойдет по плану, то они смогут вернуться до захода солнца. Забаррикадируешься? Да, идите. Она-то забаррикадируется точно. Она ходить не может. А вот это явно не моя проблема. По пути Элли спрашивает Джесси о месте встречи. Книжный магазин. После чего просит рассказать, как он нашел театр. Тот рассказывает, что они пошли самым их вероятным маршрутом и отыскали искру. Потом увидели символ Вов на телестанции, поделили окрестности на 2 части и начали искать. Так и нашелся театр. Звучит так просто. Я 2 дня искал. Много раз чуть не умер. У Джесси сгорает пердак. Он вспоминает, как ночью Дина сказала, что ей нельзя умирать. Не хочет умирать, а нельзя. И отказалась от виски. Он ясен пень догадывается, в чем дело. Уже успел заметить, как они друг на друга смотрят. И думает, что она ей наверняка уже все рассказала, что беременна. Ты просто предположил? Боже. Конечно, она тебе скажет. Так что можешь удивиться. В игре Джесси узнал беременность Дины примерно так же, но только то, что заставило его задуматься, было другое. Никакой стрелы не было, там она просто заболела и блевала всю ночь. Раз он станет отцом, то заявляет, что ему нельзя умирать, а из-за Элли они угодили на войну, так что помогать ей не собирается. Говорит, найдем Томми и отсюда. Не знаю, как вам, но мне с каждой серии с Джесси этот персонаж нравится все больше и больше. Вот все по факту говорит, да и делает тоже. Они двигают дальше. Чуть позже начинается гроза. Элли с Джесси забегают в какую-то лавку и решают переждать здесь, когда все утихнет. В этот же момент раздается выстрел. Они прячутся за мусоркой и наблюдают, как волки во главе с тем типом из 4 серии начинают пытать пацана. В Элли вдруг просыпает чувство справедливости. Знаешь, я сейчас убью всех! Их 6, нас 2. Чем это все кончится? Он ребенок! Элли, эти люди стреляют друг в друга, линчуют друг друга и выпускают друг другу кишки, даже дети. Я не хочу здесь сдохнуть. Только не ради них. Вот опять Джесси базу прогоняет. Дремала я рисковать своей жизнью, чтобы спасти пойми кого. Тем более там у него пиздюк скоро появится. Тебе надо, Элли, ты в соло. Они отправляются дальше. В это время Элис Парк приходит к Айзеку и докладывает хорошие новости, что все идет по плану. Тот почти никак на это не реагирует. Она понимает, что он напуган. В ответ он спрашивает про Эбби. Эта дурында где-то вчера потерялась, и про нее ничего не слышно, как и про всю ее команду, и поясняет, что есть большая вероятность, что до восхода солнца она умрет, а еще большее, что он. И вести всех этих дебилов вперед кто будет? Я думал, что она. Но она свалила, Айзек. Так что ты прогадал. Джесси с Элли заваливаются на точку встречи с Томми, но тут его нет. Они решают просто чутка подождать. Ну вот опять. Ты, я и паршивая погода. Она замечает стенд с детскими книгами и решает прихватить одну для Дины. Джесси хвалит ее выбор, после чего признается, что до сих пор любит ее. А далее вспоминает людей, которые останавливались в Джексоне по дороге в Мексику. С ними была девушка, на пару лет старше него, которая продавала картины. Так вот, он купил 4. Знаешь, это чертово чувство, когда ты влюбленный, тебе отвечают взаимностью. Это были лучшие 2 недели в его жизни, но она не осталась, потому как не хотела бросать свою семью. Предлагала поехать с ними, но он отказался, потому как люди Джексона его приняли и вырастили. И потому что все надеются, что я стану преемником Марии. Потому что меня учили ставить других на первое место. Это он так подписывает Элли, как бы намекая, что она дура ебаная, думает только о себе. Она
но он ее тушит, спрашивая: «Вот кто бы тебя сейчас спас, если бы я в Мексику свалил?» Вдруг раздается крик из рации. Солдат сообщает о неком снайпере, который расстреливает весь отряд. Джесси хватает карту и по координатам понимает, что это находится в окрестности Томми, поэтому они собираются на выручку. Чуть позже поднимаются наверх и осматриваются. Я думал, хуже уже не будет. Но это... В каждой серии находится все больше и больше смешных моментов с Беллой Рамзи. Я так выпал на этом моменте. Элли достает бинокль, потому как кое-что увидела. Колесо и кит, и понимает, что Эбби в чертовом океанариуме. Она тут же думает туда отправиться, но Джесси ее тушит, говоря, что Томми там, и нам нужно туда. Мы не знаем, он ли это. Да, это он. Не факт, но даже если так, он их прижал. Элли пытается его переубедить, что Томми сам справится, и вспоминает, что тогда на совете еще бы 3 голоса, и он бы поехал с ними. Джесси вдруг признается, что был против, потому как она делает все ради себя. Получается, я тогда был прав. Циферки правильно прикинул. Он оправдывается, что это было не в интересах общины. В жопу общину! Ты только и говоришь, что о сраной общине, чертов лицемер! Думаешь, такой хороший, а я плохая? Вот тут да. С лицемерием я вообще не понял. Он топит за общину и еще ни разу не изменил своим принципам. Так при чем тут это? Джесси буквально только что говорил то же самое, что его растили на смену Марии. Поэтому он только и думает об общине, а также о ребенке своем. Ты дал парнишке умереть, Джесси. А все почему? Потому что он не из твоей общины? Давай я расскажу о своей. Всю мою общину забили до смерти, а меня заставили смотреть на это. Какая же она ебаная. Че же она в той серии, когда типу брюха вскрывали, не побежала помогать ему? Потому что он, видите ли, взрослый был или чем? Она заявляет, что на ее месте он бы поступил точно так же, и в итоге Джесси ее оставляет. Уже один Миллер погиб, ты хотя бы пойди второму помоги. Ну это действительно все похоже на пи***ки головного мозга. Элли добегает до берега и замечает лодку, но тут вдруг, откуда ни возьмись, спавнятся ебаные волки. Из-за укрытия она наставляет на них пушку и уже намеревается выстрелить, но тут вдруг включаются фонари, и к берегу причаливают куча волков. Вместе с Айзеком грузят на борт какие-то ящики и отправляются рейдить шрамов. Путь Элли оказывается открыт. Она падает в лодку, заводит ее и мчит к колесу. Случается так, что поднимается огромная волна и ее смывает вместе с лодкой. Ура, победа! Спустя время она выплевывается на каком-то острове, где ее тут же замечает парнишка Шрам и свистит своим. На нее вылетают мужики и пакуют, приносят ее к петле. К ней выходит, как я понимаю, та самая мать с крюком. Нет, я не отсюда, я не волк. Скажи им. Ее вешают. Женщина уже подходит вскрыть ей пузо, как тут вдруг раздается сигнал СОС, и ее просто бросают. У меня сложилось такое впечатление, что тут заведует всем мелкий, потому как по его указу все началось. Как вас зовут? Дядя Вова. Элли быстренько приходит в себя, падает в лодку и летит к колесу с китом, а на фоне на острове раздаются взрывы. Я тут узнал, что подобная сцена должна была быть в игре, как Элли попадает на остров к серафитам, но ее вырезали из-за сроков, так что тут нам дополняют картину, так сказать, офигеть. И вот она приплывает к океанариуму, осматривается и находит вход внутрь, через разбитое стекло на крыше, уже внизу переодевается и заряжает волыну, после чего отправляется исследовать территорию. Выходит она к 2 друзьям Эбби, Оуэну и Мел, которые сейчас обсуждают саму Эбби. Все их планы рушит Элли. Где Эбби? Да быть того не может. Тихо, спокойно. Это я сохранил тебе жизнь. Мелкая требует сказать, где Эбби, и заявляет, что сейчас они по очереди покажут ей место, где она находится, и если показания окажутся разные, пи***на рулю, но в другом случае обещает сохранить им жизнь. Оуэн соглашается на ее условия и решает показать ей место. Медленно. Медленно. Помимо Оуэна, она зацепила еще и Мел. Перед смертью она просит вытащить ее ребенка, буквально разрезать пузо. Она пытается помочь, но не получается, и та просто умирает вместе с ребенком. Ты молодец, все верно. Вытащила. Ну, как будто бы это первая драматичная смерть в этом сериале после Джоэла. Ну и в игре ясен пень все было по-другому. Там Элли пришлось чутка повозиться. Сначала откис Оуэн. Он бросился на нее и получил пулю. А потом на нее уже бросилась Мел с ножом в руках. Пришлось ее зарезать. Но в целом, по-моему, этот вариант выглядит тоже ничего. Скорее всего, подобное не стали делать, так как Белла Рамзи деревянная и такие сцены бы не вывезла. Спустя некоторое время сюда заваливаются Томми с Джесси и уводят ее. Немного позже Томми с Джесси обсуждают план отхода и решают идти с первыми лучами солнца, потому как Дину нельзя вести в дождь. К ним выходит Элли с грустным
Дядя пытается ее успокоить, что они сами во все это вляпались и т.д. Но Эбби будет жить. Да, ты ведь сможешь смириться с этим? Мне придется. Томми оставляет их наедине с Джесси. Она благодарит его за то, что он в очередной раз спас ее. Тот сначала мнется, что не хотел спасать ее, но в итоге сознается, что хотел, потому как думал, что она бы весь мир сожгла, чтобы спасти его. Вдруг из другой комнаты доносятся странные звуки. Вставай! Какая же ты тварина, Эбби. Только этот персонаж мне начал нравиться. Я бы тебе сам клюшкой для гольфа в GTA 5 RP черепушку расстрелил. Эбби приказывает Элли вылезти из говноямы. Та просит отпустить его и объясняет, что это она убила ее друзей. И что тогда Джоэл за всех в той больнице из-за нее. Типа это она ей нужна. Я тебя пощадила. Я дала тебе шанс. А ты просрала его. Нет! Так это что, получается, третьего сезона не будет? Можно радоваться? Флэшбэк. Эбби будет напарник и сообщает, что Айзек хочет ее видеть. Она выходит во двор, и нам показывают местную флору и фауну. Сиэтл. День первый. Титры. Вот таким был второй сезон сериала «Одни из нас». Пускаем бустеров. Что можно сказать? Здесь крутые все, кроме Беллы Рамзи. Дина мне понравилась, как и Эбби. Хоть и в конце мне хотелось ей черепушку пробить за Джесси. Я даже не знаю, что сказать про этот сезон. Вот вроде бы все сделано в целом неплохо. Операторская работа хорошая, локации подобраны здорово, грим тоже кайф. Но все руинит только один человек. То есть не сказать, что это прям мусор. Есть сцены, которые сделаны прям хорошо. Та же первая сцена пыток с Айзеком или убийство Юджина. Ну реально круто же. Хоть и в игре было по-другому. Видно, что потенциал есть, но почему-то они решили сильно не запариваться. Тот же характер Элли, как будто бы в первой серии в нее впихнули это, и персонаж никак не меняется на протяжении всего сериала. Несет какую-то фигню, что в первом сезоне ныла и агрессию свою проявляла, что тут ноет и агрессию проявляет. И местами прям такую хрень вытворяет. Там, где бы игровая Элли поступила так, эта Элли поступает в точности наоборот. Наперекор моральным принципам. Короче, не будем ждать третьего сезона, но видос по нему скорее всего выйдет. Помнится, в прошлом видосе я вам обещал, что мы будем смотреть этот сезон на стриме. Ну так вышло, что, ну вы понимаете сами. Как-то так. На этом мы будем заканчивать. Если ты еще не поставил лайк и не подписался, самое время это сделать. Ну и не забывайте про Телеграм. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр. Скоро услышимся.